Быстро вам напомню, что было в прошлой серии. Во-первых, наконец-то рассказала вам, что такое кошерная еда. Стоит добавить в рыбную котлету креветку, и блюдо перестанет быть кошерным. Рассказала о нелегкой судьбе местного пенсионера. Здесь мы выпивали с Кеннеди. А тут загорали несколько голливудских звезд. И в каких условиях зарабатываются большие деньги. Главное, что очень тихо, собаки гуляют. Женщины работают, мужчины тоже работают. Я иду, чувствую себя какой-то, не знаю, дурочкой. Добро пожаловать в Тель-Авив. Это жизнь других. Мы уже успели выяснить, что Тель-Авив хоть и не является столицей, но жизнь здесь кипит полным ходом. И небоскребы с главными офисами крупных компаний есть. И медицина развита так, как мало где в мире. А еще это главный город для тех, кто не представляет своей жизни без развлечений. Как дневных, так и ночных. Поэтому, если бы я родилась в Тель-Авиве и была Ниром Коэном, то моим главным развлечением было бы путешествие на тракторе по собственному полю, чтобы собрать свежие фрукты и овощи для своих земляков. А вот семья Гольдберг любит отдыхать, но в семейном кругу, и постоянно собирается на шаббат в своем роскошном доме, который находится в одном из самых элитных районов Тель-Авива. Знаете, чтобы запомнить все названия районов Тель-Авива, я не знаю, сколько на это нужно времени, потому что их больше 50. Ну, представляешь, все запомнить? Я даже свой номер телефона не могу запомнить. +3, что-то 2, 5. Из-за того, что с каждым годом в Тель-Авиве становится все больше людей, он все активно разрастается. Даже есть понятие «малый город» – это исторический центр, и «большой город», который включает в себя пригородные поселки. Район Сарона – это просто маленькая копия Нью-Йорка. Здесь находятся небоскребы, в которых расположены офисы мировых компаний. А в башнях Азриэли можно найти массу магазинов и развлечений. Ну а если хочется отлично провести время и пропустить парочку коктейлей с друзьями, то вам однозначно надо ехать на бульвар Ротшильд. Но если выехать на пару десятков километров из Тель-Авива, то можно найти не менее интересное место. Парадокс в том, что 80% земель в Израиле – это пустыня, но именно Израиль кормит овощами и фруктами Европу, Америку и даже Дальний Восток. Это Израиль, детка! Я выращиваю абсолютно все. От арбуза и до картофеля, от баклажана и до дыни. Не было и дня, чтобы я продал меньше 10 тонн овощей и фруктов. В выходные бывает и по 30 тонн продаю. Я уж думала, сейчас, как увижу цены, разлюблю овощи и фрукты и полюблю бесплатный бег вдоль моря. Но я не увидела никаких заоблачных цифр. Килограмм огурцов стоит 15 шекелей, килограмм картофеля отдают за 5, а вот арбуз может стоить от 30 до 65 шекелей за штуку, в зависимости от размера. Ой, вы знаете, я, конечно, в израильский огород оделась максимально правильно, знаешь, как это, в белых ботинках. Ну, с другой стороны, земля-то святая, поэтому, как сказал мой оператор, на такой земле только в белых тапках и ходить. О, Господи, Боже мой, сколько денег на одну новую обувь теперь. Но Нир сжалился надо мной и решил отвезти к своим рабочим на тракторе. Тебе надо на другую сторону. Не знаю, с какой стороны заходить трактор. Опс, упс. Вау. О, Можешь присесть. о. Вот это я понимаю комфорт с ветерком, так сказать. Ну давай, поехали. В общем, едем в поле.
еврейская. Ну, вы знаете, в системе полива огородов здесь в Израиле ничего нет особенного, так же, как и в Эмиратах. Но вода здесь очень дорогая, очень. 4 шекеля за куб. Это бешеные деньги. И хоть земля здесь не такая плодородная, местные ученые придумывают много доступных, но секретных технологий и удобрений, которые помогают выращивать здесь овощи и фрукты в больших количествах. Мое поле занимает 20 гектаров, и на нем работает 100 человек. Вот эти ребята в такой жаре, в таких страшных условиях. Вам должны доплачивать. А что? О, арбуз! Посмотри, арбуз! Вы знаете, я чувствую себя деревенщиной. Давай. Арбуз с грядки. Я никогда в жизни не видела, как растут арбузы. Представляете? Но несмотря на то, что арбузы я уже пробовала здесь, от дегустации я тоже не откажусь. Твое здоровье! Вот так вот посреди поля со свежесрезанным арбузом. Боже мой, я в раю. Практически так оно и есть. Я в Израиле. В один сезон у меня сгорели все огурцы. Потому что сколько за ними не следи, а жара до 50 градусов делает свое дело. Чтобы не сгореть от жары, работники поля начинают работать с первыми лучами солнца. С таким графиком и условиями работы аграрий из меня в Тель-Авиве точно бы не вышел. Если бы я жила в Тель-Авиве, то лучше оставалась бы вечной школьницей. Всегда милой, такой, красивой, с косичками. Представили меня такой? А зря! Я всегда была такой же, как сейчас. Мой классный руководитель до сих пор меня вспоминает с содроганием. Но хватит обо мне и посмотрим на местных школьников. Среднее образование длится 12 лет. Само обучение бесплатное. Но примерно 1000 шекелей родители тратят в год на учебники и экскурсии, которые устраивает школа. На первый взгляд местные школы мало чем отличаются от наших. Дети, учителя, уроки, оценки контрольные. Но на этом, пожалуй, все. Здесь, например, суббота – единственный выходной. Ну а в пятницу – короткий учебный день. Домашние задания задают только на выходные. И то я справляюсь с ними за полчаса. Здесь не услышишь фразу «звонок для учителя», ведь в школах Тель-Авива их попросту нет. Но самое удивительное, что с учителем все на «ты», хотя вся эта близость только на словах. Мы не имеем права говорить ничего, что может обидеть нашего ученика, а также есть строгий запрет на физический контакт. Любое прикосновение к ребенку может расцениваться как домогательство, и на учителя могут пожаловаться. Вот они, суровые школьные реалии Израиля. И это не конец. Я здесь еще кое-что накопала и обязательно чуть позже об этом расскажу. А пока отправлюсь в место, которое вызывает у местных еще больше трепет, чем школа. На парковку. Найти свободное парковочное место в Тель-Авиве – это еще тот квест. Поэтому, вот видите, я нашла, стою, держу, пока мой режиссер вот это вот приедет, сейчас припаркуется. Пока он приедет, я не знаю, что я тут должна уже буду говорить. Отойди, сейчас тебя еще машина собьет. Занято, все, подождите. О, едет, ура! Показывая вам жизнь других, хочется побывать только в самых интересных локациях. И я всегда заранее их тщательно выбираю. Обо всех районах, интересных местах, инсталлокациях, а порой даже ресторанах и барах я узнаю в разделе «Короче» от Aviasales. Здесь все рекомендации собраны местными жителями. Заходите, если хотите узнать лучшее про город. За неправильную парковку вам не только выпишут штраф от 90 до 1000 шекелей, а еще и заберут авто на штрафплощадку и отнимут баллы, из-за чего потом и прав могут лишить. Многие даже шутят, что штрафы за парковку пополняют бюджет города больше, чем что-либо другое. А частные паркинги прибыльнее, чем нефтяной бизнес. Если парковок нигде нет и вы решили припарковаться у бордюра, то обратите внимание на его цвет. Если он выкрашен в бело-голубой, как флаг Израиля, то, ради бога, оставляйте здесь машину. Но если там красно-белая краска, то лучше припарковаться за километр и потом прогуляться. И здоровее будешь, и деньги сэкономишь.
Но если бы правила писала я, то штрафы платили бы не только за парковку, но и за бесконечное бибиканье, которое просто не дает покоя. Даже в мои подводки влезает этот звук. Если здесь ребенок... Да, я слышу. И так весь день. Я и без вас уже устала. Порой и 2 слов связать не могу. Даже лифты не ездят. Не работают. Не работают. Давай еще раз. И вот мы заходим в святой святынь, потому что я общалась с девочками, а это оказалось мальчиками. Еще раз. Мне кажется, даже не... Фу. Мне кажется, что кормит фруктами и овощами. Я должна быть ведущая кулинарной программы. Так, о чем это я? О паркингах. Так вот. Когда мои друзья выбирают район для покупки квартиры, то обращают внимание не на наличие садов, школ для детей, больших магазинов и развлечений, а на наличие парковки. Если вы куда-то собираетесь, то лучше сразу узнаете, где там ближайшая парковка. Моя мама, например, именно по такому принципу выбирает себе рестораны, торговые центры и, конечно же, любимое место всех женщин в городе. Итальянки обожают ходить в салоны красоты и делать укладки. В Турции, мне кажется, мужчины любят больше ходить в салоны красоты, чем женщины. Как в Тель-Авиве с этим обстоит дело, сейчас мы все и узнаем. Кто любит больше ходить, за какие деньги. А расскажет нам обо всем Минаше, который заодно и подготовит меня к вечернему походу в клуб. Сколько человек в день у тебя приходит клиентов? Смотря какой день. Бывает 15, а бывает и 30 человек. Ничего себе. Слушай, ну это же сумасшедшие деньги. Тут так все дорого. Это целое состояние же можно на это потратить. Уважающая себя жительница Тель-Авива на еде и на себе не экономит. Красота бесценна. Это так все говорят, а потом, когда муж узнает, сколько ты потратил денег на салон, начинаются проблемы. Я от своего мужа прячу счета за маникюр, как говорится, от греха подальше. Мой муж мне ни в чем не отказывает. Хотя его счета за маникюр я бы проверила. Если муж будет против, то еврейская женщина скорее откажется от него, чем от похода в салон. А прайс в салоне у Минаше следующий. Стрижка стоит 350 шекелей, покраска от 200 до 500, а вот укладка... От 100 и до бесконечности. Будем надеяться, что моя укладка за 100, а не за бесконечность. Ну все, женихи, готовьтесь. Кучерявая идет вас искать. Красота. Да, простит меня мой муж, все ради работы. И в клуб я иду тоже только ради работы. Ничего личного. Ну, не зря же он за прическу заплатил. Ну, правда, он еще об этом не знает. У нас в Израиле многие знакомятся в клубах, хотя есть категория людей, которые лучше обратятся к свахам. Но это уже за деньги. Говорят, они прям подбирают партнера по четким критериям, чтобы совпадение в интересах было максимальным. Но есть люди, которым сваха не очень-то и нужна, потому что они всегда могут обратиться к раввину. И тот обязательно найдет им подходящую пару. Это глубоко религиозные евреи, и их жизнь кардинально отличается от жизни остальных израильтян. В школах у нас мальчики учатся отдельно от девочек. Мы не идем в армию и всю жизнь занимаемся изучением священного писания. Я вам даже больше скажу. В доме у таких людей вы не найдете ни телевизоров, ни любого другого чуда современной техники, а книги на полках только религиозные. И самое страшное, они не едят осетра и рыбу-меч. Вот и живите теперь с этим зданием. Обычно мы живем в своих отдельных районах и со светскими евреями особых дел не имеем. А я имею с ними дела, поэтому наконец-то отправляюсь в клуб. Очень классный клуб, ребята, вам скажу. Наверное, я бросаю работу. Мне нравится тусоваться. Второй коктейль дайте мне. Так как наша неделя начинается с воскресенья, то самые популярные дни в клубе – это четверг, пятница и даже суббота. 60 шекелей и коктейль у вас. За вечер выпиваем 5.
Тебе завтра на работу? В клубе вы запросто можете встретить молодых 18-летних ребят и людей постарше, которым недавно стукнуло 60. А еще в клубы не надо одеваться как-то по-богатому. Здесь полно людей в шортах, и фейс-контроль даже не обратит на это внимания. Конечно, это очень интересно, но я рабочая женщина. Ой, ну это так классно, но на работу надо. Но стоит уточнить, что ушла из клуба я не одна. Ведь несмотря на то, что моя причесочка немного пострадала от танцев, я таки нашла одного жениха. Парень с очень еврейским именем Миша оказался диджеем и известным организатором вечеринок. И в клубе стало так жарко, что мы решили пообщаться на свежем 30-градусном воздухе. Сколько раз в неделю вот вы можете приходить, позволить себе приходить в клуб? Да, хоть каждый день. Здесь есть клубы на каждый день недели и на любой вкус и цвет. Но если ты понимаешь, о чем я. Ну хорошо, ты мне скажи, ну это же очень дорогое удовольствие. Вообще Тель-Авив очень, я вот несколько дней здесь, это очень дорогой город. Сколько вот, не знаю, ночи провести в клубе, сколько это стоит за вход, выпивка, там, я не знаю, что еще? Зависит от потребностей. Кому-то хватает 400 шекелей, а кому-то и 4000 будет мало. Один коктейль стоит 50 шекелей. Умножай на количество, которое ты можешь выпить, и столько денег с собой и бери. Мужчины в клубах редко угощают. Девушки обычно все покупают сами. В крайнем случае 50 на 50. А ты, когда идешь в клуб, ты берешь свою карточку или наличку? Лично я за наличку. Так у тебя есть лимит. А то с карточкой теряешь контроль и только утром осознаешь, что куролесил, как в последний раз. Ой, да, это правда. И вот после таких жарких ночей многие с самого утра идут на учебу в университет. Я тоже собиралась, но после всех этих коктейлей и танцев на утро я себя почувствовала лет так на 150. А это, я извиняюсь, уже даже не пенсионный, а послепенсионный возраст. Поэтому отправила одного оператора работать. Мне надо было еще часик отдохнуть. А теперь давайте посмотрим, что он там наснимал. Обучение в универе длится 3 года. Если вуз государственный, то за год придется заплатить около 15 тысяч шекелей. Частные стоят в 2 раза больше. Но из-за того, что расписание в израильском вузе составляет сам студент, можно растянуть учебу не на 3, а на 4 или 5 лет. И так до бесконечности. Дело в том, что многие студенты подрабатывают. А есть и такие, которые год учатся, а потом год работают и зарабатывают себе на образование. Поэтому в Тель-Авиве можно запросто стать вечным студентом. Многие универы предоставляют общежитие. Подать заявку можно через интернет, и в год оно обойдется от 5 до 17 тысяч шекелей. Но там строгие правила, а нам всем хочется веселья. Поэтому многие, как и я, снимают квартиры. Я вот, например, живу с 2 друзьями, и каждый платит по 5 в месяц. Дорого, конечно, но за все хорошее надо платить. Ведь все хотят жить поближе к клубам, пляжам и прочим прелестям цивилизации. Но перед тем, как насладиться прелестями этой цивилизации, да и вообще поступить в университет, абсолютно все, и мальчики, и девочки, идут в армию. И, между прочим, младшая дочь Орли уже через месяц отправляется служить. Скажи мне, как вот здесь вот относятся к тому, что вот дети идут в армию, и девочки в том числе? У тебя, я не знаю, ты радуешься, у тебя болит сердце. Я счастлива, что моя дочь будет служить. Я счастлива, что она может отдать свой долг перед Родиной. Служить в армии для нас – это почетно и престижно. К тому же армия многое дает. Не могу дождаться, когда наконец-то окажусь в казарме с другими девчонками. Я не знаю ни одного человека, который не хотел бы в армию. Даже ребята с проблемным здоровьем делают все, чтобы туда попасть. Плюс ко всему, там еще и деньги платят. Кроме дружеской атмосферы в армии создают
все условия для того, чтобы солдат чувствовал себя комфортно. Есть даже возможность выбирать себе питание, если вдруг ты вегетарианец, например, а на выходные отпускают домой. Хотя ощущение, что здесь и в армии, как дома. Но безопасно ли в самом городе так же, как в казарме? Об этом мне еще рассказал мой друг Миша прямо посреди ночного Тель-Авива, чтобы я, так сказать, сама все увидела. В этом городе в воздухе витает свобода и добродушие. Бывают, конечно, и драки, но поверь мне, ты молодая девушка, можешь спокойно идти по Тель-Авиву в 3 часа ночи и ни за что не волноваться. Мне в том, что ты сказал, что ты молодая девушка, можешь идти, понимаешь, там уже не важно. Да. Но это, кстати, это очень классно. Город всегда патрулируется полицией и военными, которым у каждого жителя 100% доверие. Тель-Авив на 99,9% безопасный город. Но нужно помнить, что на 0,1 здесь все же опасно. В южных кварталах города ночью лучше не ходить. Возьмите себе на заметку. Но есть критерии безопасности, которые существуют во всех районах, кварталах и жилых массивах. В каждом доме в Израиле есть, конечно же, бомбоубежище. Тут тоже есть. Вот так спускаешься вниз в подвал. Вот тут вот вроде бы уже и кухня, и все прекрасно, но это еще не бомбоубежище. Вот, видите, металлическая дверь. И вот они оборудовали бомбоубежище просто как обыкновенную комнату. И когда сирена, ты тут заходишь, тут все из бетона, и вот тут пережидаешь. В комфортных условиях, так сказать. Мы редко пользуемся такой комнатой, ведь и в Тель-Авиве, и в пригороде, где мы живем, спокойно. Правилам поведения во время экстренных случаев в Тель-Авиве учат с детского сада. Я вам об этом уже рассказывала пару лет назад. Так, дети, а теперь давайте все прятаться. Побежали, побежали, побежали. В общем, безопасность на очень высоком уровне. Бомбоубежище есть, и полицейских все любят. А еще больше израильтяне любят выходные. В субботу в Израиле жизнь замирает. Не работают автобусы, рестораны, даже лифты. Ну а что вы хотели? У людей шаббат. Только вот в Тель-Авиве жизнь практически никак не меняется. Кто-то скажет: нет, обман, это же Израиль. Тут все соблюдают шаббат. Но чтобы не было никаких сомнений, пусть за меня скажут местные жители. Я себя в шаббат ни в чем не ограничиваю. Не соблюдаю ничего. Суббота для меня самый обычный день. Шаббат проходит мимо меня. Тель-Авив более светский, чем Иерусалим. И если в нескольких районах в субботу действительно ничего не работает, даже транспорт общественный не ходит, то в большей части города жизнь не меняется совершенно. Зато все с радостью устраивают пышные ужины и собираются в кругу большой семьи. И так как я давненько ничего не дегустировала, загляну к Орли и Шмуэлю на пятничное застолье. Я сейчас приехала за город, где живут в основном обеспеченные люди, которые предпочитают тихую деревенскую жизнь городской суете. Дом 380 квадратных метров. Сейчас мы узнаем, как они тут поживают, обеспеченные израильтяне. Вот за что люблю Израиль, везде меня встречают как родную. Жанна, шаббат шалом. Шаббат шалом. Вот и я. Я знаю иврит, Шаббат так шалом. сказать. Шалом. Боже мой, все. Вот это я понимаю. Не успела зайти, уже нацеловалась. Мне уже нравится. Как у вас красивый большой дом. Дома в нашем поселке, мягко говоря, не дешевые. Соседний дом, например, за 10 миллионов шекелей продают. Также из-за большой квадратуры и коммуналка кусается. От 8 до 10 тысяч шекелей в месяц выкладываем. В доме живет Орли, ее муж Шмуэль и младшая дочь Леор. Но зато в шаббат к ним приезжает сын и старшая дочь с мужем, а также друзья и родственники. Так, девочки, а вы тут готовитесь, я понимаю, к шаббату, да? Осталось пару блюд доделать и готово. Это ты все сама готовила?
Что-то готовила я сама, также со многим мне помогли мама и младшая дочь. Мужчины тоже не сидели без дела. Они снимали пробу и отвечали за сервировку стола. Мне уже нравится этот шаббат, я вам скажу. Боже мой, какая красота. А скажи мне, это вся еда кошерная у вас или вы не придерживаетесь? Конечно, мы соблюдаем все правила кашрута, так что не волнуйся. Вот так вот. Но у вас очень красивый дом. Ты мне скажи, вы давно живете в нем? Мы уже здесь 9 лет. Ремонт нам помогал делать итальянский дизайнер. Давай я тебе немного покажу дом, пока девчонки накроют на стол. Что могу сказать? Все просторно и со вкусом, как я люблю. Терраса с видом на собственный бассейн с подсветкой, огромная гостиная. У каждого члена семьи своя спальня и лестница от итальянских дизайнеров. Ничего необычного, ну, если вы миллионер из Монако. Или как наша семья израильтян, живущих в самом дорогом районе самого дорогого города мира. Ой. В общем, про дом вы все поняли. Пришло время шаббата. Во время шаббата каждая хозяйка готовит только кошерную еду. Кускус, морская запеченная рыба, да, не фаршированная. На нее нет ни времени, ни сил, если честно. Зато есть много салатов и закусок к вину. Вот так вот душевно и по-домашнему жители Тель-Авива проводят вечер пятницы в кругу семьи. И хорошо, что дочь с сыном уже выросли, потому что израильские дети, как мне сказали, еще те цветы жизни. Если здесь ребенок захочет мороженое, ему купят еще мороженое. Если он захочет новый телефон, ему купят новый телефон. Если он захочет, я не знаю, полететь в космос, в конце концов, родители тут подумают, что можно придумать. Потому что если нет, если ребенку что-то не понравится, он может пожаловаться в социальную службу. Каждый школьник может обратиться к учителю, если дома его обижают. И тогда учитель просто обязан связаться с полицией. Такие правила. Конечно же, есть хитрые еврейские дети, которые знают, что закон на их стороне, и благодаря этому благополучно манипулируют взрослыми. Если ребенок наговаривает на папу с мамой, мы выясним, чего он пытался добиться. И если это реально проблемный ребенок, его отправят в специальный интернат. А вот если виноваты родители, то наказание может колебаться от простой разъяснительной беседы и до лишения родительских прав с реальным тюремным сроком от 2 до 9 лет. Когда местный житель покупает дом или машину, или устраивается на работу, он бежит поделиться радостью не с женой или с подругой, а к личному юристу. Скажет юрист? Ура! На каждого юриста в Израиле приходится 128 граждан. Для сравнения, в Японии на одного юриста 6000 человек. Юристов в Израиле даже в шутку называют няней для взрослых. Кажется, я начинаю понимать, почему еврейские мамы-то хотят, чтобы их сын стал юристом. За прошлый год я была у юриста чаще, чем в гостях у родителей. Хочешь арендовать квартиру? Звони юристу. Хочешь оставить наследство только любимому сынишке? Звони юристу. Сломался кран? Звони юристу, чтобы он напомнил хозяину квартиры, что это его головная боль. Да, юрист тоже стоит денег, но оно того стоит. Юристу заплати, в ресторане счет оплати, на прическу жене дай, на пляже загорай. Ох, тяжела жизнь среднестатистического израильтянина. Молодой человек, который вот приехал в Тель-Авив, которому нужно снимать квартиру, которая стоит просто баснословные деньги, я тебе честно скажу, по всяким мировым даже каким-то понятиям. То есть надо снять квартиру, нужно как-то питаться, нужно как-то одеваться, нужно как-то развлекаться, нужно как-то доезжать, то есть еще плюс транспорт. Где вы берете деньги? Жанна, тут надо понять один простой факт. Люди настолько любят Тель-Авив, его бешеный ритм 24/7, что они готовы платить любые деньги, а для этого они готовы работать на 2-3 работах. Лишь бы жить здесь. Но стоит сказать, что с работой проблем быть не должно. Тут только ленивый не сможет ее найти.
Я вот, например, работаю в IT. Это вообще вот молодежь здесь, в Тель-Авиве. Вот я не знаю, они встречаются, там, не знаю, на одну ночь они могут встретиться. Или можно встретить за свою любовь. Не побоюсь этого слова. В Тель-Авиве очень свободные и открытые люди. И у многих нет никаких ограничений. И каждый решает сам, какие отношения ему ближе. Никто не будет тебя осуждать. У нас есть одно главное правило – не мешай другим, а в остальном решать только тебе. Я смотрю, здесь все девушки такие независимые, сами себя обеспечивают, счет с парнями делят пополам, и учатся, и работают. Интересно, а есть такие, которые не хотят учиться, не работать, а просто удачно выйти замуж? Местные девушки действительно достаточно независимы. А вот если ты переехала из другой страны в надежде удачно выйти замуж, то ты должна пройти миллионы курсов, принять иудаизм, соответствовать всем требованиям, ну и желательно понравиться будущей свекрови. Как по мне, проще найти третью работу. Я, кстати, еще вчера по этому поводу с Минаше в салоне сплетничала. А вообще, вот женщины вот израильские, вот скажи мне, они какие? Эмоциональные, порой шумные. Тебе никто в этом не признается. Но абсолютно каждая хочет быть стройной, просто не у всех это получается. Из-за этого многие сидят на диетах, но с нашей едой это невозможно. Это самая страшная ваша проблема, я тебе могу сказать. Потому что я приехала сюда в надежде, что я похудею. Почему я так думала, я не знаю, понимаешь? И это ужасно. А мужчины тут гулящие. Как и в каждой стране. Ну где ты видела мужчину, который без греха? Каждый мужчина на святой земле грешен. Я правильно понимаю? Умоляю, ты думаешь, женщины святые? У многих вообще по несколько мужчин. Один для погулять, другой для финансовой стабильности. Как интересно. Слушай, и для погулять, и для спать, и для шопинга. Господи, слушай, как мне нравится эта страна, я хочу вам сказать. Слушай, а? Мы так просто ко всему относимся, потому что в детстве нам все разрешали. Ну, по крайней мере, я так думаю. А это правда, что здесь воспитывают детей, когда они маленькие? Им позволено все. Наши дети действительно часто не знают границ. Но проблема в том, что любая еврейская мама настолько окружает своего ребенка любовью и заботой, что он садится к ней на шею и свешивает ножки. Говорят, что в Израиле местные мамы детей совсем не наказывают. Ну, так говорят. Я не знаю ни одной местной мамы, которая была бы по-настоящему строгой. У нас в ДНК это просто отсутствует. Мы можем громко возмущаться и говорить, что нам не нравится. Даже попытаемся объяснить, что хорошо, а что плохо. Но повысить голос или ударить ребенка – это табу. Все логично. Будешь плохо обращаться с детьми, некому будет и стакан воды на старости лет подать. Хотя, может, здесь такие пенсии, что всегда найдется желающий, который за пару шекелей сделает это без проблем. Я, конечно, не живу на пенсию, но знаю, что минимальная выплата от государства – это 2300 шекелей, а остальные доплаты уже будут зависеть от того, кто как работал и сколько смог отложить. А пока одни пенсионеры принимают на своих яхтах политиков и важных персон, другие находят радости абсолютно в иных местах. Раз в неделю в Тель-Авиве пенсионеры собираются все вместе и танцуют, потому что они знают, что нужно наслаждаться каждым днем своей жизни. Я организатор этого кружка. За вход все платят символически 30 шекелей, а каждую неделю здесь собирается примерно 35 человек. Есть еще один фактор, по которому лидирует Израиль. Он входит в топ-10 стран с самой большой продолжительностью жизни. Здесь она составляет 82 года. Кто-то считает, что все это благодаря качественной медицине. Но что-то мне подсказывает, что дело невероятной любви к жизни. И глядя на этих танцующих пенсионеров, я в этом все больше убеждаюсь. Ребят, ну вы знаете, за мою старость может
Господи, боже мой, до пенсии осталось 3 дня. Понимаешь, я тут уже начала. На пенсию местные женщины выходят в 64 года, а мужчины в 67 лет. Глядя на Руди, кажется, что внутри нее живет молодая 20-летняя девчонка. И танцам этой активной пенсионерки может позавидовать каждый, кого я встречала в местном клубе. Ты сюда часто ходишь? Танцы здесь устраивают 1 раз в неделю. За 6 лет, которые я сюда хожу, не пропустила еще ни единого занятия. Эти танцы дают мне столько энергии. Ну, у тебя тут появились, я не знаю, друзья, подруги. Конечно, некоторые даже заходят ко мне на работу на чашечку кофе. А ты еще не на пенсии? Нет, я пенсионерка, но ты ведь знаешь, что мы живем в самом дорогом городе мира, а пенсии совершенно не соответствуют этому статусу. Поэтому из-за нехватки денег приходится продолжать работать. Израиль является страной-побратимом, вы не поверите, Японии. Но если говорить о пенсионерах, в Израиле, как и в Японии, огромный процент населения – пенсионеры. У них даже размер пенсии примерно одинаковый. У нас каждый 4-й пенсионер продолжает работать. Кто-то вынужден, а кто-то просто не может сидеть без дела. Если верить статистике, то в Израиле работает каждый 7-й пенсионер. В Израиле как принято, чтобы дети помогали родителям на пенсии, или наоборот, родители на пенсии помогают своим детям? Финансово нам, конечно же, помогают дети. Но мы, в свою очередь, всегда пытаемся подстраховать их, помогая с детьми. Забавный факт. Из-за того, что раньше рождаемость была лучше, некоторые пенсионеры имеют по 10-15 внуков. Так что здесь, конечно, на пенсию не соскучишься. Власти Тель-Авива пытаются всячески помочь пенсионерам. У многих есть льготы в аптеках. Для них делают скидки в театрах, музеях и кино. Как живут пенсионеры в Тель-Авиве? Все очень индивидуально. У кого-то есть все, но в основном все беды из-за нехватки денег. А также из-за того, что многие из нас уже стали одинокими. Скажи мне, вот для 30-летних сегодня, там, или моложе, что самое главное в жизни? Главное в жизни не изменять себе. Отключать хоть иногда голову и слушать свое сердце. Ведь придет момент, когда вы пожалеете обо всех упущенных возможностях и поймете, насколько ваша жизнь могла быть интереснее, но вы это упустили. Так что не теряйте времени и наслаждайтесь каждым днем. Глядя на эту улыбчивую пенсионерку, не могла не задать ей еще один вопрос. Ну, мне кажется, ты и работаешь, и с детьми занимаешься, и на танцы ходишь, и подруги у тебя есть. У тебя такая очень активная жизнь. А вот чего тебе не хватает? Любви. Я нуждаюсь в любви. Я хочу, чтобы меня любили. И если есть любовь, то ты по-настоящему богат. Тебе хочется жить, творить, просыпаться утром, улыбаться и наслаждаться каждым днем. Рути нуждается в любви, ведь несколько лет назад она похоронила мужа. В этом возрасте, к сожалению, многие начинают прощаться со своими вторыми половинками, и вместо счастливой совместной старости и заботы друг о друге остается лишь вспоминать и навещать могилу. Интересно, что в Израиле на могилы не приносят цветы, тут оставляют камень и таким образом поминают усопшего. И так вот вся могила в камнях, представляете? В Тель-Авиве не только дорого жить, но и дорого умирать. Хотя, в отличие от Иерусалима, здесь гораздо дешевле. И весь процесс обойдется семье умершего примерно в 30 тысяч шекелей. Также существует правило посещения кладбища. Знаете, что самое интересное? В Израиле мужчинам нельзя заходить на территорию кладбища без покрытой головы. Поэтому тут лежат кипы, мужчина, и пошел. И уходя, тоже надо соблюсти определенный ритуал. Выходя с кладбища, нужно обязательно помыть руки. Причем делается это вот так. Открывается вода, набирается такой горшочек, омывается, и все, и уходишь. Жизнь пролетает как миг.
Не успеваешь оглянуться, как постепенно уходят самые родные и близкие. Поэтому не откладывайте жизнь на потом. Ходите в любимые кафе, танцуйте и наслаждайтесь жизнью как в 20, так и в 90. Проводите больше времени в кругу родных и близких. Не отказывайте себе в простых человеческих радостях. Не гасите огонь внутри себя и живите так, будто все самое лучшее еще впереди. Тель-Авив – уникальный город. Здесь студенты живут в квартирах, которые могут себе позволить только обеспеченные люди. А слово ребенка весомее, чем слово взрослого. Здесь пассажир автобуса чувствует себя комфортнее, чем владелец собственного автомобиля. А пустыня дает урожай, который кормит и Америку, и Европу. Но местные жители все равно найдут, на что пожаловаться. И это... Пробки, жара, огромное количество людей, дорогое жилье, постоянный шум, сумасшедший ритм жизни. Но все же хорошего здесь больше. Теплое море, Вкусная еда, симпатичные девушки, красивые парни. лучшие вечеринки, любимая культура. Плюсы и минусы будут всегда, ведь белой полосы не бывает без черной. Но только нам решать, чего будет больше. И очень часто от этого выбора зависит не только наша жизнь, но и жизнь других.